Напалм появился в США в 1942 году. Применялся во Второй мировой войне в Корее, во Вьетнаме и позже, в том числе и против мирных жителей. С первых дней войны в Корее американская авиация бомбила северокорейские военные позиции и мирные населенные пункты. Мы над целью. К концу августа ежедневно Б-29 сбрасывали по 800 тонн бомб. 1/3 составляли напалмовые снаряды. Так, с июня по конец октября 1950 года на Северную Корею обрушилось свыше 3 миллионов литров напалма. Напалм – огнеметно-зажигательная вязкая смесь. Ее готовят из жидкого горючего, бензин, керосин и специального порошка-загустителя. Температура горения до 1600 градусов. Горящая масса темно-коричневого цвета, попадая на тело человека, прилипает, сжигает кожу, мышцы, сухожилия, сосуды, нервную и костную ткань. Командующий войсками ООН в Корее генерал Дуглас МакАртур приказал создать пустыню между фронтом и китайской границей, разрушив с воздуха каждое сооружение, завод, город, деревню. И этот приказ выполнялся неукоснительно. Напалмом были сожжены дотла города Синыйджу и Хвырен. К концу ноября район между рекой Ялудзян и позициями ООН превратился в выжженную землю. При налете на промышленный центр Хэннам 31 июля 1950-го американские самолеты сбросили 500 тонн бомб на мирных жителей. Пламя, в котором горело все живое, достигало высоты в 50-100 метров. 23 июня 1952 года американцы совершили самый крупный налет на комплекс гидросооружений на реке Амноккан, в котором участвовало свыше 500 бомбардировщиков. ВВС США совершили налет на ирригационные сооружения в Кусонгане и Токсангане. Налет полностью разрушил дамбы и вызвал наводнение такой силы, что затопило даже Пхеньян, расположенный в 40 километрах. Система водоснабжения северокорейского сельского хозяйства была уничтожена, а множество деревень смыло водой. Урон, нанесенный бомбардировками, был таков, что в конце войны американское военное командование официально заявило, что объектов для бомбардировки в Северной Корее больше нет. Разразившийся в стране голод частично удалось смягчить благодаря большой продовольственной помощи из СССР и других стран социалистического лагеря.